Привет, песеры, с вами Морж. Сегодня вторник у нас на календаре, и я хочу с вами поговорить про вчерашнюю селекцию горожан, они же Манчестер Сити, в игре eFootball 2023. А вернее, про их прокачку. Нахожусь я на сайте eFootball Hub, многие из вас пользуются приложением eFootball Hub на айфонах, на андроиде оно есть, но мне удобнее пользоваться сайтом, с компа оно как-то все поприятнее. Покажу, как я бы прокачивал игроков, ну и в комментариях вы можете написать свои варианты прокачки, может кто-то прочитает, воспользуется вашим вариантом и скажет вам за все это дело спасибо. Напоминаю, что полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии, моя телега с новостями, моя личка, если нужно задонатить с российских карт в eFootball, и, собственно, чат, где вы можете пообщаться с единомышленниками. Ладно, переходим к нашим игрокам. Первый у нас Гюндоган, значит, 83 он имеет на первом уровне, и стиль у него атакующий полузащитник, но при этом, к сожалению, на АПЗ стать он не может, ну, точнее говоря, может, но будет идти потеря стата, так как это его не родная, так скажем, позиция. Кстати, отмечу, что сейчас в eFootball Hub появилась вот такая вот прикольная штука. Можно выставить, под какую позицию прокачать игрока. Это очень здорово, и если бы у Гюндогана была позиция атакующий полузащитник, ну, закрашенная, так сказать, то есть одна из родных, я бы качал его именно на позицию атакующий полузащитник. Стиль, так сказать, позволяет. Но, к сожалению, ее нет, поэтому ЦПЗ. Значит, какую нам прокачку предлагает автоматом? 12 пасы, 8 в дриблу, 4 в ускорение, 8 в скорость и 7 в защиту, так как он центральный полузащитник. Если честно, в защиту я бы столько не вкидывал. Да, с одной стороны, я люблю центральных полузащитников, которые в защиту умеют, с другой стороны, у Гюндогана изначально не слишком хорошие показатели, особо их тут не выправишь. То есть четверочку защиты я бы оставлял, пожалуй, но больше бы не делал. Кстати, обратите внимание, в правом углу при такой прокачке на позиции атакующего полузащитника он имеет рейтинг 95, а на позиции центрального полузащитника 94. В этом-то и прикол, к сожалению, но в этом и минус, что эта позиция не родная. Вот под АПЗ его качать было бы замечательно. Итак, защиту я уменьшил до 4, у нас получилось 6 свободных статов. По пасам. Пасы великолепно, конечно, но я считаю, что больше, чем на 90 качать смысла особого нет. Поэтому в пасов я бы тоже двоечку убирал. Итого у нас 12 свободных статов и пока что рейтинг 93. Скорее я бы поднимал ему баланс... Умение атаковать, конечно же, и ускорение. Давайте вот здесь вот поднимем до 8, и 4 стата у нас еще свободных есть, которые я бы вбросил в удары. Реализация у него какая-никакая есть, из-за стиля атакующий полузащитник он будет идти вперед, это без вариантов. И как видите, в правом углу верхнем, на позиции атакующий полузащитник он бы имел рейтинг 96. Вот, то есть даже выше, чем изначально его как бы рейтинг на его позиции. Вот, в принципе, в такой прокачке я бы Гюндогана и оставлял. Пас отлично, контроль присутствует, дрибла есть, и атаковать умеет, и ускоряться более-менее будет, выносливость есть. Мне кажется, вот именно в таком варианте его карточка раскрыла бы максимальный потенциал. Дальше идем к Стоунсу. Значит, центральный защитник 93 при автоматической прокачке. К сожалению, кроме позиции центральный защитник, он никакую занимать не может. Итак, аж 12 у нас тут улетает в защиту, много, конечно, 5 в корпус и 4 в скорость, но при этом абсолютно, допустим, не взяли никаким образом ускорение, и я бы сразу отметил, ребят, пас, он у Стоунса хороший, 78-73 без прокачки, я думаю, 4 стата хотя бы сюда нужно вкинуть. Откуда будем снимать? Конечно, защиты, потому что самые дорогие статы, после 8, да, по 3 очка. Значит, вот так бы я оставлял защиту, пока что у нас рейтинг 90, да. 4 я бы вкидывал в ускорение, чтобы получить ускорение 70 все-таки центральному защитнику. Да, не супер-мега оно нужно, но оно нужно. Дриблу, в принципе, ему можно было бы поднять, но хотя бы на 4 я бы поднимал пас. Потому что пас у него очень неплох для центрального защитника изначально, и на 4 можно вполне поднимать. Да даже дриблу, в принципе, тоже на 4 можно поднимать, потому что дешевые показатели. Ну и 2 очка у нас остается, можно просто куда-нибудь кинуть, чтобы для красоты, так сказать, куда-нибудь стало. Ну,
давайте, наверное, в корпус, чтобы устойчивость при толчках, он же физическая мощь его стала 80. Вот так вот сделаем. Итого, получается, Стоунс у меня 92, но при этом с очень классной дриблой для центрального защитника, отличным пасом для центрального защитника, вполне хорошими статами в защиту и при этом неплохим ускорением, балансом, прыгучестью, корпусом и всем остальным. Вот Стоунса я бы таким оставлял. Далее у нас Грилиш, значит, позиция левый нападающий, плюс он может ставить на атакующего полузащитника и левого полузащитника. Куда вы качать его будете, это, конечно, решать вам, но я бы из него попытался сделать именно атакующего полузащитника. Почему бы и нет? Умение атаковать у него есть, пас у него присутствует и ускорение будет. Поэтому меняем здесь вот на АПЗ. Вот, и смотрим, какую максимальную прокачку нам предлагают, собственно, Konami. 92 он будет на позиции АПЗшника, 4 у нас улетает в скорость, 8 у нас улетает в ускорение, 8 в дриблу, 8 в пасы и 4 в удары. Корпус абсолютно не трогается, потому что корпуса у него и так нет, поэтому и не стоит трогать. Защита, конечно, тоже трогать не стоит. Согласен ли я с такой прокачкой? Да, вполне. Я бы, пожалуй, здесь ничего не менял, если бы я качал его под позицию именно атакующего полузащитника. Под левого нападающего 4 в удары, 4 в пас, 8 дрибла, 8 ускорения, 8 скорость. Тоже, в принципе, автоматическая прокачка раскидывает все очень даже неплохо, здесь я согласен. Далее, Бернардо Силва. АПЗшник, стиль креативный плеймейкер, может сыграть центрального полузащитника, правого нападающего и правого полузащитника. Причем можете сразу отметить, что на позиции правого полузащитника он имеет сразу же такой же рейтинг, как и на позиции атакующего. В принципе, можно было бы его под ППЗшку и качать, но я бы оставлял его атакующим. Значит, максимальная прокачка по автомату. 4 в удары, 8 в пас, 8 дрибла. Ну, дриблинг, блин, у него он и так крутой. Ну, хотя бы двоечку можно понижать, вот так вот оставлять. С головой будет. Дальше 8 в ускорение. И 4 в скорость. Я бы на самом деле немножечко добавил ему скорости и выносливости, то есть выносливость бы вот так вот догнал до 90, то есть немножко автоматическую прокачку бы изменил. Реально, выше 90, ну вот лично мое мнение, лично мой опыт, статы качать смысла не имеет. 90 есть, все, уже у игрока с этим статом все божественно и замечательно. При этом на позиции атакующего полузащитника, вы видите по правому верхнему углу, он имеет рейтинг 94, а вот как правый полузащитник он был бы 95. И я бы миксовал то направо бы его ставил, то на атакующего. Выносливость великолепная, баланс великолепный, дрибла великолепная, отличный пас, в общем, все при нем. Далее Аканджи, значит, разрушитель и позиция центральный защитник, кроме нее никакую он занимать не может. 12 у него улетает в защиту, 6 в корпус, 4 в скорость, при этом ничего в ускорение, ничего в дриблу трогать не стоит, пас, ну, тоже особо трогать не стоит, и удары. Я бы, ну, не знаю, возможно, вот просто пару единиц снял бы с корпуса и добавил бы хоть 4 ускорения, хоть немножечко бы его выровнять, чтобы чуть-чуть добавилось баланса и, собственно, ускорение самого. То есть 92 он бы у меня так и остался, как и при максимальной прокачке, но хоть чуть-чуть быстрее бы набирал, собственно, свою скорость. Идем к Родри, значит, позиция опорник, стиль якорь. Стиль якорь у нас работает только на опорнике, поэтому под никакую другую позицию его качать смысла не имеет. Значит, автоматическая прокачка кидает 4 пас, 4 дриблинг, опять ничего в ускорение, но оно тут у него вообще беда-печаль. 4 в скорость, 4 в корпус и 10 в защиту. Согласен ли я с этими статами? Ну, наверное, с защиты я бы 2 стата все-таки снял, они дорогие. 9 и 10. И чуть-чуть хотя бы выровнял бы ускорение. Хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть. И 2 стата, скорее всего, дрибла, пасы. Ну, давайте сделаем, чтобы прыгучесть хотя бы была 70. Вот, сделаем, чтобы она в желтенькой зоне была. Не знаю, почему такая прыгучесть хреновая у Родри. Че, он прыгать не умеет? Как это был когда-то фильм. Белые не умеют прыгать. Вот Родри вполне себе белый и вполне себе не умеет прыгать. То есть вот такое небольшое изменение по сравнению с автоматической прокачкой я бы делал. И вот так он меня вполне бы себе устраивал. Да, общий рейтинг 94, а не 95, но хоть какое-то ускорение у него появилось. Далее Рубен, тоже позиция у него единственная, центральный защитник, и ни под какую другую мы ее не качаем. В общем, 12 тут сразу улетает в защиту, и статы в защиту, конечно, господи помилуй. Что это просто за существо, которое должно убивать все, что может. Очень вкусно все это дело выглядит, но до 8 мы это дело будем опускать, потому что даже вот таких вот хватит за
глаза. А 12 лишних статов на дороге не валяются. Конечно, мы ему поднимем немножечко ускорения, чтобы хоть чуть-чуть лучше бегал. 10 статов у нас остается. Дрибла паршивая. Давайте на 4 поднимем пасы. Вот, чтобы они просто были в желтой зоне. И 6 статов у нас еще остается. То есть, ну, можно где-нибудь вот это на 3 поднять, например. Или стремительность на 3, чтобы 70 была. Не знаю даже, вот честно, не знаю. С корпусом все хорошо, с защитой все великолепно. Наверное, я бы ему поднял немножечко ускорение и баланс. То есть, чтобы этот парень разгонялся и хоть чуть-чуть балансом обладал. Получается, как видите, он у меня 96, а не 97, как при автоматической прокачке. Тем не менее, я считаю, что, ну, в защиту столько вливать, она у него и так великолепная. Простите. Ну и последний. Эрлинг Холланд, тоже одна у него всего позиция, это центральный нападающий, и на максимальной прокачке выглядит это все дело вот так. Пас вообще не тронут, он у него поганейший, дрибла у него поганейшая, но немножко все-таки ее усилили. Вброшено 8 в ускорение, 4 в скорость и 4 в борьбу в воздухе, плюс 6 удары. Ну, наверное, удары я бы понижал вот так вот, чтобы 90 была реализация, 2 лишних стата, мы найдем им применение, и, допустим, поднимал бы скорость до 90. Ну вот, скорее всего, вот так. Ускорение, да, хотелось бы ему сделать ускорение больше, но откуда здесь снимать статы? Может быть, вот реально с дриблы снять, со скорости снять. Но здесь по 3 тут, ну на двоечку я смогу поднять, да? Ну, хотя бы вот так, да, чтобы умение атаковать было 90, реализация 90, 81 ускорение, 89 скорость, 90 сила удара, 90 корпус. Мне кажется, так он выглядит гораздо лучше. Вот такую прокачку предлагаю я вам по игрокам Манчестер Сити. Свои варианты, конечно же, ты можешь написать в комментариях, в закрепленном комментарии полезные ссылки. В общем, ребят, все как всегда. Ну и хочу сказать... В четверг мне нужно будет уехать в командировку, я понимаю, будут выходить новые эпики, вот, доната будет достаточно много. Ребят, буду отвечать по мере возможности. Не обещаю, что вот вы написали, буквально через 5 минут я ответил. Я могу ответить через час, полтора-два. К сожалению, важная командировка, и, ну, мне нужно будет быть сосредоточенным, особо отвлекаться я не смогу. Но, само собой, всем отвечу, всем помогу, просто, возможно, это будет не особо быстро. Спасибо за внимание, спасибо за понимание, с вами был Морж, до новых встреч, пока.